Здравствуйте, зрители моего канала. Сегодня я хочу показать вам фильмы моей коллекции, которые были сняты по произведениям американского писателя Стивена Кинга. Этот писатель родился в 1947 году, и на сегодняшний день ему исполнилось 75 лет. И он является, пожалуй, на сегодняшний день одним из самых экранизируемых писателей современности. У меня в коллекции имеется несколько изданий. Фильмов, снятых по произведениям, а также сами книги, первоисточники этих фильмов. Итак, давайте начнем. И первая книга — это роман Кэрри, самый первый роман писателя, который вышел в 1974 году. И уже в 1976 году был экранизирован режиссером Брайаном Де Пальмой. И данный фильм является первой экранизацией произведений писателя. Также было еще несколько экранизаций, из которых у меня также есть экранизация 2013 года, которая в оригинале называется так же, как и книга, но в нашей локализации получила название «Телекинез». Первый фильм 1976 года имеет оценку 7,2-7,4 на Кинопоиске IMDb. А фильм 2013 года имеет оценку 5,9 на Кинопоиске и 5,8 на IMDb. Вот такие экранизации первой книги писателя. Далее, в 1977 году вышла книга «Сияние» Стивена Кинга. И спустя 3 года вышел фильм Стэнли Кубрика по данной книге. У меня имеются 2 экранизации, 2 издания этого фильма. Это издание наше на DVD. А также американское издание в формате 4К. Данное издание, помимо форматов, отличается также продолжительностью фильма. На DVD представлена короткая европейская версия, а на 4К полная американская версия данного фильма. Данный фильм имеет на сегодняшний день оценку 7,8 на Кинопоиске и 8,4 на IMDb. В 1982 году Стивен Кинг выпустил сборник повестей под названием «4 сезона». Из данной книги было экранизировано 3 повести из 4. И самый известный из данных повестей — это «Побег из Шоушенка», который представлен у меня, увы, только в формате DVD. Данный фильм имеет одни из самых высоких оценок
на сайте Кинопоиска и IMDb это 9.1 и 9.3. А сам фильм «Побег из Шоушенка» вышел в 1994 году. В 1983 году Стивен Кинг выпустил роман «Кристина», про ожившую машину. И в этот же год Джон Карпентер выпустил свой фильм по таким же названиям «Кристина», по данной книге. Данный фильм имеет оценку 7,2 на Кинопоиске и 6,7 на сайте IMDb. В том же 1983 году был выпущен роман «Кладбище домашних животных». И у меня в коллекции имеется два фильма, две экранизации. Это экранизация 1989 года. В комплекте с ней идет буклет с кадрами из фильма. Это экранизация 1989 года, а также экранизация 2019 года. С ней также идут карточки. Первый фильм 80-го года имеет оценку 7,1 на Кинопоиске и 6,5 на MDB. А экранизация 2019 года имеет оценку 5,7 на обоих сайтах. В 1986 году Стивен Кинг выпустил роман «Оно». Самая толстая книжка в сегодняшней подборке. Имеется несколько экранизаций, и у меня имеется последняя экранизация данной истории, которая была выпущена в двух частях. В 2017 году вышла первая часть «Оно». А в 2019 году вторая часть «Оно 2». И первая часть получила оценки 7,3 на обоих сайтах Кинопоиска и MDB. А второй фильм 2019 года 6,5
на обоих сайтах. Спустя год, в 1987 году, Стивен Кинг выпустил роман «Мизери». А в 1990 году вышла экранизация от Роба Райнера Исполнительница главной женской роли получила Оскар за роль в этом фильме. Кэти Бейтс. Здесь идут 3 карточки. Также на этих карточках есть текст сзади. Данный фильм имеет оценки 7,8 на сайтах Кинопоиска и IMDb. Следующее. В 1996 году Стивен Кинг выпустил роман «Зеленая миля». И он у меня представлен на DVD. Причем в одном боксе я поместил 2 разных издания. Вот обложка 2-го издания. Накатка 1-го издания. И накатка 2-го издания. Издания отличаются между собой тем, что в более раннем издании был дубляж, а в более позднем закадровый перевод, а также наличием и отсутствием дополнительных материалов и субтитров на фильм. Данная экранизация вышла в 1999 году, и фильм наряду с «Побегом из Шоушенка» также имеет высокие оценки. Это 9,1 на Кинопоиске и 8,6 на сайте IMDb. И, наконец, последняя экранизация, последний роман Стивена Кинга, который есть у меня. Это «Доктор Сон». Данный роман является продолжением романа «Сияние». Вышел в 2013 году, а экранизирован был спустя 6 лет в 2019 году. И данный фильм имеет оценки 7,3 на Кинопоиске и на IMDb. Такая вот коллекция фильмов по романам Стивена Кинга и сами романы есть у меня. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Надеюсь, скоро увидимся и пока.